Вот так вот, друзья мои. Вот так. Поверьте, это такое объедение. Я уже неделю ем и не могу наесться. Насколько это вкусно. Приятного тебе аппетита! От души благодарю. Привет, друзья! С вами Ух ты, кухня! Уже неделю ем эту вкусноту и не могу наесться. Рецепт из ваших комментариев. Паштет из фасоли. Или намазка. Кому как больше нравится. Но это очень вкусно. Сковородку на огонь. Растительное масло. Так, чтобы можно было пожарить овощи. Беру одну луковицу и грубо нарезаю. И сразу выкладываю в сковородку. Немного соли. Щепотку сахара, одну крупную морковь на терке и сразу в сковородку. Перемешиваю и пусть начинает здесь жариться. Сегодня добавлю цвета, красный сладкий перец. Есть добавляйте, нету можно и не добавлять, без него тоже очень вкусно. Тоже сюда. Овощи нужно хорошо растушить, чтобы они были мягкими. А пока овощи жарятся, займемся тестом. Для этого в миску просеиваю 175 граммов пшеничной муки. Добавляю до 350 ржаную. Можно заменить на цельнозерновую, можно испечь просто из белой муки. Кому как больше нравится, хозяюшки. Вкусно и так, по-всякому вкусно. 350. О! В стакан 200 мл кипятка. Он у меня закипел. И, наверное, минут 5-10 постоял. Добавляю чайную ложечку соли без горки и капелюшечку сахара. Перемешиваю, чтобы соль растворилась. Муку также перемешаю. И начинаю вливать и замешивать тесто. И сюда же 2 столовые ложки растительного масла. 1, 2. Тесто горячее, так и должно быть. Перехожу на руки. Ну, пока вместе замешиваешь, я перемешаю зажарку. Давай. Хорошо, что на кухне есть помощник. Поначалу будет казаться, что жидкости на это количество муки мало, но терпение, хозяюшки. Месим, все объединяем в общий ком. Тесто должно получиться крутым. Все, всю муку у себя забрала. Вымешиваем на столе. Все, тесто готово. Крутое и в то же время такое приятное, как пластилин. С ним очень приятно, друзья мои, работать. Выкладываю в пакет и даю отдохнуть 15 минут. Овощи. Зажарка у нас получилась очень вкусная, ароматная и красивая. Немножко остыла. Перекладываю в удобную миску, прям со всеми жирками. Здесь очень много вкусов у нас в масле. Беру банку белой фасоли. У меня консервированная. Конечно же, друзья, можно и самим отварить и использовать ее. У меня фасоль вкусная. Я буду использовать и эту жидкость. Сюда. 400 граммов у меня здесь. Добавляю специи. У меня это будет сушеный чеснок. Именно сушеный люблю сюда. Черный молотый перец. По желанию можно добавить тахини. Это такая, друзья, кунжутная паста, если любите. Если не любите или нету, можно и без нее. Тоже очень вкусно получается. Перемешиваю. Как красиво! А как аппетитно! Беру блендер. И измельчаем. Готово. Посмотрите, какая гладкая, нежная консистенция получается. Пробуем на соль. Я не солила, так как овощи у меня были подсоленные, и фасоль тоже. Идеально. Все. Сверху накрываю тарелкой и убираю в холодильник, чтобы охладилась и настоялась. А мы займемся лепешками. Сковородку на огонь. У меня будет чугунная, пусть хорошо нагреется. Тесто отдохнуло. Оно стало мягче. Раскатываю колбаску. Делю на части. Наверное, на небольшие такие, чтобы лепешечки были маленькие, аккуратные.
На поверхность немножко масла, чтобы не использовать муку. Совсем чуть-чуть. Беру часть теста и раскатываю. У меня будут небольшие лепешечки. Можно, конечно же, присыпать поверхность мукой, но мне так нравится, друзья мои, больше. Зачем нам лишние калории? Все. Вот такая лепешка у меня получилась. Тоненькая, но не прозрачная. И на сухую сковородку. Пусть пекутся. А я продолжу. Время от времени лепешечку буду крутить, чтобы она хорошо пропеклась. Если соблюдаете пост, друзья мои, этот рецепт для вас. Попробуйте, очень вкусно и сытно. Выкладываю на тарелку и прикрываю полотенцем. И продолжаю. Красота! Сейчас будет вкусно. Оп. Уже немножечко настоялось. Со временем он станет еще гуще. Но мы ждать не хотим. Мы хотим уже. Кстати, друзья, можно подать даже на праздничный стол. На серединку несколько ложечек. Украшаем рубленными орехами. Очень приятно. Совсем капельку. Я добавлю еще красного острого перца. Притрусим. И немножко оливкового масла. Вот так вот. Все. И вот так вот, друзья мои, беру лепешку. Я люблю, сейчас покажу как. Делаю себе вот такую вот ложку. Сюда. У меня рефлекс, потому что я знаю, как это вкусно. Вот так вот, друзья мои. Вот так. Поверьте, это такое объедение. Я уже неделю ем и не могу наесться. Насколько это вкусно. Приятного тебе аппетита! От души благодарю. Конечно же, это чудо можно сделать из красной фасоли. Я делаю немножко по-другому. Другие специи, другие добавки. Тоже обалденно вкусно. Всем мирного неба, счастья, здоровья и благополучия. Вкусной еды и мудрых жен. Послушных жен. Хорошо, послушных-то и послушных. Делайте с удовольствием и радуйте свою семью.